Всем привет! Получила неожиданно активный отклик на информацию про обувь и решила долго со съемкой видео не тянуть. Самый плоский из всех, что есть, это мои японские носочки. Плюсы такой в кавычках обуви – абсолютно свободная, ничем не защемленная стопа. На подошве у них есть гелевые кружочки, которые предотвращают чрезмерное скольжение, поэтому просто обычный носочек не подходит, вы будете проскальзывать из-под собственной оси и улетать от партнера. Но носочек в любом случае вариант лучше, чем босиком, так как облегчает прокрутку на стопе в поворотах. Если пытаться крутиться на босой ноге, к примеру, при смене направления на 360, высока вероятность образования складки или натоптыша на плюсне, плюс нагрузка на коленный сустав, так как одна стопа еще будет смотреть в старом направлении, скрутившись лишь на физически возможный угол, а вторая в новом. Минусы быстро загрязняются, так как не все перебываются с улицы, да и вообще любой трикотаж, который волочится по полу, быстро приходит в неотстирываемое состояние. Мокнут, если наступить на что-то разлитое, и не защищают ноги, если на полу острые предметы. Вторые плоскотопы – обычные тапочки. Плюсы – легкие по весу, плоская, но в то же время плотная и очень гибкая подошва, защищающая от загрязнений, материал, пропускающий воздух. Минусы, наверное, появятся, если неправильно выбрать. Такие нельзя брать размер в размер. На полразмера больше стоит искать, либо из материала, который тянется, иначе будет страдать большой палец ноги. У меня тянется как сам материал, так и резинка поверху. Даже если нога отекает, в эти тапочки я всегда влезу. Сникерсы. Плюсы. Полное прилегание по ноге, защищенность от ударов, танкетка дает прекрасную устойчивость и шаг становится вязким, полностью законченным за счет касания пола пяткой. Материал обычно у них очень мягкий и гибкий, но встречаются модели достаточно жесткие, которые на ноге, как говорится, колом стоят. В данной модели есть шнуровка, позволяющая ослабить натяжение при текании стоп, и красивые металлические хлястики сверху, закрывающие шнуровку. Это делает модель визуально эстетичнее. Минусы. Подходит не ко всем стилям одежды. Такая обувь изготавливается из плотных материалов, так как считается демисезонной. Есть, конечно, зимние и летние модели, но большая из них часть все-таки не дышит. Материал не тянется, поэтому если нога отекла и на обуви нет шнуровки, в такие можно уже не влезть. Большинство моделей, рассчитанных на широкий взъем, выпускаются достаточно широкие даже просто при визуальном осмотре. Если у вас широкая нога, а партнер ведет до крайности компактно, в такой обуви есть шансы не пролезть даже в женскую саиду. На видео приложенном хорошо видно, как я шагаю шире от своей оси, потому что знаю, что иначе не пролезу. Кристофер тогда так и сказал, обувь слишком широкая. Поэтому я купила эту модель. Она не сдавливает мою стопу, пришлась хорошо по взъему, но при этом уже и смотрится элегантнее. А теперь рассмотрим семейство каблучных. Начну с конца и до первого места. Пятое место – сногсшибательные яркие синие босоножки. Высота платформы в самой толстой ее части 1 см. Высота каблука без учета платформы 11,5. Плюсы. Есть и берца, и задник. Задник часто называют подпяточником, что неправильно. Подпяточник находится внизу. Берца как таковой роли здесь не играет, она не жесткая, как в трекинговой обуви. В этой модели дает лишь дизайн и большую стабильность посадки за счет большей площади крепления в ноге. Хорошая поддержка продольных сводов стопы за счет вставки в этой зоне. Также широкая союзка. Союзка – это часть обуви, закрывающая тыльную сторону стопы, то есть нашу стопу сверху. Вот именно тип союзки на танцевальной обуви вызывает большинство проблем. Чаще всего она представлена миллионом тонких хлястиков, которые натирают или передавливают пальчики. Часто такие хлястики надавливают на мизинец, он складывается в треугольник, а на месте натирания со временем образуется стержневая мозоль. Такой тип мозоли потом в неправильной обуви каждый раз при нагрузке будет выходить такой же формы, размера и в том же месте. Поэтому я всегда подбираю обувь с широкими ремешками союзки. Вторым минусом тонких ремешков является их сдавливание поперечного свода стопы, чаще всего перед так называемой косточкой и после нее. Для тех, у кого широкая нога, такая обувь просто не вариант. Ваша косточка будет выпирать в просвете между хлястиками, а пальцы будут сдавлены от центра к краю, что приводит к натиранию, передавливанию сосудов и пережиманию подошвенной связки в нескольких местах, особенно если обувь куплена размер в размер. Если после длительных танцев надавливать на сустав медиального свода стопы, можно ощущать пронзительную боль. Минусы. Дизайн модели сильно затрудняет подбор одежды, а очень тонкая шпилька при такой мягкой подошве просто не может быть устойчивой. Но если вы хотите танцевать на тонкой и высокой шпильке, подошву нужно брать твердую как камень, либо на платформе 1,5-2 см. Поясню почему. Если подошва мягкая, любое смещение веса вправо или влево от продольного центра стопы приводит к тому, что нога в такой туфельке начинает качаться. Вы теряете устойчивость и повышается вероятность травмы. Площадь контакта с полом у каблука минимальная, а подошва плюсны не стабилизирует ногу, поэтому танцуя на такой обуви, я вынуждена осознанно переносить всю нагрузку на плюсну, так как шатание еще дает сильную нагрузку на коленный сустав. На этом видео хорошо видно, сколько усилий мне требуется, чтобы ставить стопу на пол ровно и держать себя в балансе. Я практически не встаю каблуком в пол, потому что любое неверное движение и стопа начнет качаться. И это при том, что Таруто очень даже сбалансированный партнер. Четвертое место. Высота платформы в самой толстой части 1,5 см, высота каблука без учета платформы 11. Туфельки купила когда-то под дресс-код, нужны были именно красные. У них самих по себе очень мягкая стелька, интересный дизайн и хорошие широкие ремни союзки, о плюсах которых я уже говорила ранее. Но нет задника. Почему недолюбливаю обувь без задника, а с пяточным хлястиком вместо него? Такая обувь при ослабленном креплении хлястика болтается на ноге, а при плотной посадке проталкивает вашу стопу вглубь туфельки. Если просвет союзки широкий, то в итоге при покупке размер в размер пальчики будут торчать за край.
Это некрасиво, а также небезопасно для ваших ногтей. Видео на этих босоножках скоро появится в сети. Третье место. Платформа нет, толщина подошвы примерно 0,5 см, высота каблука 10. В этой модели почти все плюсы, что я перечислила, когда рассматривала синие. Задник с застежкой, хорошее крепление, удерживающее стопу на месте, не дающее ей проскальзывать глубоко вперед, широкая союзка. В модели нет вставки под свод стопы, но есть вставка, закрывающая полностью самую широкую часть стопы, то есть ее продольный свод. Такого плана модели рекомендую девочкам, у которых, как и у меня, широкий свод. Это визуально утончает ногу, особенно если туфельки черного цвета. Единственный минус, что я в них нашла, это то, что союзка давила на большой палец сверху. Если приглядеться, то видно, что зона под большой палец растянута больше. Это делалось специально в ремонте обуви. Эту часть отклеивали, растягивали, вклеивали вглубь на меньшее расстояние. Таким образом получили дополнительный запас пространства, и сейчас моим пальчикам комфортно. Еще могу добавить, что несмотря на более толстый каблук, на очень скользком покрытии он становится неустойчивым, опять-таки по причине мягкости подошвы. Я танцевала на них в демо в Париже и очень переживала за потерю равновесия в такой ответственный момент. Полное видео в сети появится позже. Второе место. Эти босоножки прошли со мной огонь и воду, это видно по их состоянию. Платформа 2 см, высота каблука без платформы 11,5. Каблук здесь расширяется снизу, что дает большую площадь соприкосновения с полом, а значит большую устойчивость. Наличие жесткой подошвы и платформы компенсирует отклонение веса от продольного центра стопы. В них я спокойно ставлю пятку на пол, разгружая плюсневую часть стопы. Задник с ремнем, придерживающим ногу от скольжения, светло-зеленый ремень, придерживающий поперечный свод стопы, и широкая союзка. Вначале тоже была проблема, что давили на мизинчик, со временем разносились сами. Посадка у них получается очень плотная во всех зонах контакта, что дает мне уверенность и стабильность в шаге даже на такой высоте. Если сравнивать эту модель с синими, то это просто небо и земля, а отличия всего два – расширяющийся к низу каблук и жесткая подошва. Первое место – моя любовь 2018 года. Босоножки я просто мимо проходила, но которые в итоге перевернули мой танцевальный мир. Я никогда не любила широкие каблуки. Хорошо смотрятся не со всей одеждой, не так элегантны, как шпилька, а порой даже вычурны. Но в эти влюбилась. Платформы нет, толщина подошвы 0,5, но она достаточно жесткая, при этом высота каблука 10,5. Плюсы – полное прилегание по союзке, поперечному и продольным сводам стопы. Они прекрасно держат ногу, при этом нигде не давят. Шнуровка позволяет ослабить натяжение, когда нога устала и начала отекать. Несмотря на то, что у них нет задника, были взяты размер в размер. Передняя конструкция держит ногу плотно, и пальцы у меня наружу не высовываются. Ну а про устойчивость каблука здесь и так все понятно. Сбить меня с собственного баланса на таких каблуках просто невозможно. Минусов я в них не нашла. Пошли как влитые с самого первого в них танца. Полное видео будет позже. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.